Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что ждете по средам нашей встречи с Костем Бондаренко, известным украинским историком, политологом. Константин Петрович, приветствую вас. Добрый вечер. Друзья, всем большое спасибо, что подписываетесь на Костя Бондаренко в Телеграм, что следите за новостями касательно изданий Джокера, аудио, да, версии, новых изданий в напечатанном формате. И, конечно, большое спасибо, что уделяете время общению. Это самое главное в наших встречах по средам, потому что львиная часть и вот такая действительно очень важная составляющая — это прежде всего ваши вопросы. Их отправить можно, как всегда, QR-код, который видите, это если работает сервис, никого не ждать, вот прям сразу раз на экран и завели. Значит, вопросы также принимаются в закрытом клубе в Телеграм-канале «Шелест», клуб зрителей, закрытое сообщество, где люди общаются, обмениваются новостями, и вот такой, знаете, маленький кружок по интересам все, кто смотрит «Шелеста». Также открыто абсолютно в сообществе YouTube под анонсом нашей встречи и, конечно, чат-трансляции. Чат-трансляции подключим в конце, как и все вопросы. Поэтому досмотрите, пожалуйста, наш сегодняшний прямой эфир до конца. Начнем традиционным образом с опроса нашего сегодняшнего эфира. И он сегодня вот такой, очень и очень бытовой, но очень и очень важный. Посещаете ли вы пункты несокрушимости? Варианты. Да, некуда деваться. Нет, у меня все есть дома. Ну, имеется в виду, все необходимое есть дома, поэтому обзавелись. Вот. Дома терплю, на работе кое-как спасаюсь. Для людей работающих тоже очень знакомый вариант ответа. Но есть еще вариант, слава богу, я не в Украине. Сюда, конечно, люди, которые украинцы, которые там выехавшие украинцы, которые, собственно, сейчас в этот период времени находятся не на территории Украины. Пожалуйста, голосуйте. Ну, тем чище будут вот эти результаты, которые там касательно непосредственно самих пунктов. Почему я начинаю с этого, Константин Петрович? Да. Потому что, понятно, мы обсудим, конечно, Абу-Даби, понятно, мы обсудим эти все вещи, но ведь это и есть смысл энергетического перемирия, которое пролетело, как фанера над Парижем, и никто не понял, сколько дней, кто кому. Рабинович в принятии решений, Зеленский только вчера крутил Рютте и вместе с журналистами на брифинге: ну скажи, Рютте, скажи, набери Трампа, посмотри, поставь в укор, вот смотри, какой Путин негодяй, как не придерживается. А тут через пару часов еще и как бы след не успел простыть Рютте на официальных встречах, там поводили его по разрушенным ТЭЦ, а он говорит: да нет, Путин все соблюдает, все нормально. Более того, сегодняшнее заявление американской стороны тоже такие позитивные, но, знаете, стало очень и очень тревожно. А Рубио выходит и начинает как бы дипломатически сегодня говорить, что вот, многие вопросы решены, еще там несколько месяцев назад мы, в общем, серьезно продвинулись, это хорошо. И одна маленькая приписка, я даже посмотрел в оригинале перевода, ну, перевод, а потом оригинал. Он говорит: на протяжении года будем придерживаться той же стратегии. И тут руки и опустились. В смысле на протяжении года? Это что, как? Еще больше пунктов несокрушимости, еще больше мерзлых труб и катастрофы? Как вы относитесь к вот этим временным рамкам и что скажете? Пункты несокрушимости — это уже становится, ну, такой обыденностью? Знаете, тут сложно что-то сказать. Вот. Я не нахожусь в Киеве, я не являюсь человеком, который испытывает на себе сейчас все эти тяготы и лишения, который испытывает весь ужас, который переживают киевляне, не только киевляне, а жители Украины. И, соответственно, в данной ситуации, да, у меня там много родных моих вот, живут, да, я с ними созваниваюсь, я переживаю за них, очень много моих друзей. И, конечно же, хочется, чтобы все это закончилось поскорее. Закончилась эта эпопея с войной. Когда Рубио говорит о том, что на протяжении года мы будем придерживаться этой линии, это можно расшифровать только одно. В Соединенных Штатах не знают, как долго продлятся переговоры, как долго продлится процесс мирного урегулирования.
Тем более, что процесс мирного регулирования, он предвидит не только решение вопросов, кому принадлежит Запорожская атомная, кому принадлежит оставшаяся часть Донбасса, будут выведены или не будут выведены из Донецкой и Луганской областей украинские войска, вот, будет ли признана эта территория российской и так далее. То есть это все не только это является вопросами. Очевидно, что вопросом будет также являться и вопрос легитимности нынешнего украинского руководства, то есть с кем подписывать соглашение. С кем подписывать, потому что Путин не считает Зеленского легитимным. И именно поэтому, скорее всего, в пакете будет рассматриваться и вопрос выборов. А Зеленский, возможно, еще захочет и вопрос референдума, он неоднократно подчеркивал. Поэтому я думаю, что процесс растянется на определенное время. И я не думаю, что на год, скорее всего, что он всем сторонам выгодно его закончить поскорее. Вот. Будут попытки сорвать этот мирный процесс, обязательно будут. Так как были попытки, например, сорвать это энергетическое перемирие. Вот. Были попытки. Вот. И, соответственно, в этой ситуации Рубио попросту старается не давать каких-то чрезмерных обещаний и говорить о том, что через 2-3 недели все закончится. Абу-Даби. Первый раунд переговоров прошел, информации ноль. Да, сейчас вот мы в прямом эфире ждем, Зеленский сейчас выйдет, ну, он тоже ничего не скажет, это можно предугадать заранее, но ситуация с энергетическим перемирием — это, конечно, оплеуха политическая, это такого смачного как бы леща зарядил Трамп. Константин Петрович, ну, почему-то у многих складывается впечатление, что Умеров, Буданов и Арахамия как бы отыгрывают там номер, отбывают. Они на все согласны, все хорошо. Почему? Потому что Умеров, Буданов и Арахамия – это представители проамериканской партии в украинской политике. Это люди, которые занимают позицию, что необходимо соглашаться с Трампом. Необходимо соглашаться с нынешней администрацией Соединенных Штатов, и необходимо фактически на них ориентироваться. Если они говорят, что должен быть мир, значит, мы должны следовать их логике. Вот. Зеленский их отправил на переговоры, в то время как сам Зеленский продолжает общаться с британскими силами. Именно в первую очередь с Лондоном. Ермак уже ушел, но Зеленский дальше продолжает контакты. 25 января, когда Зеленский летал в Вильнюс, он летал не только для того, чтобы отпраздновать свой день рождения в Вильнюсе и побывать на вот этом форуме Костуся-Калиновского. Вот. Не только для этого, а именно для того, чтобы согласовать, как действовать Украине в условиях, когда предложено энергетическое перемирие. Что делать? Вот. И понятное дело, что иногда позиция переговорной группы, которая ездит в Абу-Даби, вот, не совсем совпадает с теми намерениями, которые реально существуют, не те, которые декларируются, а те, которые реально существуют у Зеленского. Поэтому вот в этом сложность всей ситуации. Вы помните фотографию, где сидел Зеленский, представители переговорной группы, вот, после возвращения с Абу-Даби в прошлый раз, вот, где все сидели абсолютно с поникшими головами, со скучными и такими достаточно тревожными лицами, потому что, очевидно, им достаточно серьезно попало от Зеленского. Слишком далеко они зашли в переговорном процессе. Зеленский, я постоянно об этом говорю, Зеленскому нужна война. Зеленский, не самому Зеленскому, а тем силам, которые стоят за Зеленским. Россия сохраняет свою открытость. Наша позиция предельно ясна, она хорошо понятна и киевскому режиму, и американским переговорщикам. Пока соответствующие решения киевским режимом не приняты, СВО продолжается. Наши военные поражают те цели, которые они считают ассоциированы с военным комплексом, заявляет Песков сегодня. Лавров добавляет, что позиция России не менялась по Украине никогда. И фактически российская сторона дает понять, что вот эти удары по энергетике, вот эта вся эскалация, которая наблюдается в последнее время, это для того, чтобы вышли с Донбасса. Ну а потом видно будет, и включились в переговорный процесс.
КМИС вчера, там, да, КМИС, по-моему, да, опубликовал опрос о том, что 40% уже как бы за. Ну, давайте, выходите из Донбасса, давайте это. Это можно тоже упаковать в какую-то перемогу, как героически забирают своих людей. Это же тоже парадокс, понимаете? Мы так героически заботимся о своих людях, что там под 1 миллион человек не получили пенсии за январь месяц, потому что они являются вынужденно переселенными, перемещенными лицами, и они должны были за весь прошлый год отметиться через ДИЮ в портале пенсионного фонда, ну, в общем, там, да, процедуру пройти, там, декларировать, что они ничего не получают от России. Это могут быть и за границей люди, и переселенцы. Так вот, выяснилось, что у этих пенсионеров нет мобильных телефонов с экраном, ну, имеется в виду смартфонов. Да. А некоторые вообще понятия не имеют, что такое ДИЯ. Ну и так все улыбаются, министры говорят, ну пускай вам дети помогут. А дети тоже ведь кто где? Кто в армии, кто уехал, кто скрывается, кто как. То есть можно ли грамотно обставить этот выход из Донбасса? Как вы видите ситуацию? Нет, на самом деле вот эти вот все социологические исследования, я все исследования, которые подаются как социологические, сейчас закавычиваю. Вот, потому что я понимаю, что провести грамотную и корректную социологию, социологическое исследование в нынешних условиях невозможно. Невозможно просто. Вот, собрать репрезентативную группу, собрать выборку, тоже невозможно. Поэтому многие люди вот сейчас шутят, что опрос проводился среди работников офиса президента. Понимаете? Да. Условно. Да. Кто там у нас с Львовской области? Значит, мы запишем, что в Львовской области такое-то количество. Так кто у нас там из Киевской? Так. Вот, приблизительно таким образом. Но реально мы понимаем, что цифры готовятся исключительно для того, чтобы показать их западным партнерам, видите ли, не все у нас так однозначно. Вы говорите, что надо выходить из Донбасса, а у нас 52% против. То вы понимаете, что мы же не можем идти против народа, против воли народа. У нас же демократия. Вот видите, 52% против. Вот это все манипуляции на сегодняшний день. Плюс ко всему в данной ситуации, скажем так, легитимного законодательного пути, чтобы согласиться на выход из Донбасса, вывод украинских войск, нет, не существует. Ни один нормативный акт, ни один закон, ни один пункт Конституции, статья Конституции не дают возможности говорить о территориальных уступках. Не имеет права Зеленский говорить. Поэтому апелляция к воле народа, к законодательной базе и все прочее – это ничто. Речь идет о том, что наступают иногда такие моменты, когда необходимо проявить политическую волю. Да, потом его будут, очевидно, за это там будут общественное порицание, возможно, будут судить, возможно, что будут его критиковать историки в будущем, но кто-то должен взять на себя ответственность. Понимаете, но ответственность какого рода? Ведь ответственности рознь. Одно дело сказать, нас заставили, и мы ничего не могли с этим поделать. Этот вариант тоже рассматривается, и тогда нужно тянуть до предвыборных вот этих всех танцев в Америке для того, чтобы опорочить Трампа. Ну, представляете, под выборы выйти Зеленскому и сказать, нам все, у нас связаны руки. С другой стороны, мы же видим и такие сигналы достаточно интересные. Вот во время нашего эфира, уже там перед самым началом, понеслась волна, российские военкоры пишут о том, что отключают старлинки. Но они тоже так интересно пишут. Они их отключают, и с одной и с другой стороны так получаются. Да? Ну, технически так получается. Получается, надо с передовой ехать кому-то, переписывать код Старлинка и отправляться в ближайший ЦНАП. Хотя всем обещали, что у военных, конечно, другая как бы специфика. Но, тем не менее, мы понимаем, что Америка как бы идет навстречу. Маск идет навстречу, пожалуйста. Вообще некоторые заговорили о том, что ух ты, а может быть у Маска своя игра с Федоровым. Гляньте, как они хорошо публично пообщались.
Я не думаю, что у Маска своя публичная игра с Федоровым. Я не думаю, что тянут время для того, чтобы каким-то образом подгадить Трампу перед выборами. Украинская тематика не является темой выборов в Конгресс США, промежуточных выборов. Вот. То есть избиратели в Соединенных Штатах не будут оценивать того или иного кандидата в конгрессмены, вот, не будут оценивать ту или иную позицию, ту или иную партию по ситуации в Украине. Не будут. Ну, понятное дело, что будут попытки спекулировать. Но для американского обывателя, для американского гражданина Соединенных Штатов, тема Украины, ну, она через запятую. Ситуация в Нигерии, ситуация в Венесуэле, ситуация в Украине, ситуация в Израиле, в Палестине и так далее, и так далее. Одна из тем, которая где-то далеко. Да, жалко этих украинцев, но, извините, пожалуйста, более актуально это повышение цен на бензин, например, или дизель-топливо. Вот. Это более актуально, это более важно. И поэтому я не думаю, что Зеленский будет тянуть до осени, потому что таким образом он сможет повлиять на волеизъявление граждан, на общественное мнение в Соединенных Штатах и на падение уровня доверия к республиканской партии. Тогда подождите, а в чем тогда смысл его игры? Смысл не его игры, а игры его покровителей из Великобритании, Франции и Германии. Вот, так называемых глобалистов, те, кого мы привыкли называть глобалистами. Вот. Смысл игры как раз состоит в том, что они считают, что Украина должна максимально долго играть в ослабление, на ослабление России, что чем дольше Россия воюет в Украине, тем меньше шансов на то, что Россия подготовится к войне с Европой. Европа готовится к войне с Россией. И ей нужна ослабленная Россия. Я более скажу, на протяжении всего прошлого года некоторые европейцы, европейские политики говорили Зеленскому, и это не секрет, что вам надо воевать еще год-полтора. Если вы продержитесь год-полтора, все будет нормально, Россия скоро развалится, в России начнутся процессы, которые приведут там, к центробежным тенденциям, и, соответственно, очень скоро там, вы получите обратно и Донбасс, и Крым, и, возможно, еще кусок России. То есть это не шутка. Ему об этом говорят постоянно. Знаете, и я уже неоднократно цитировал классику политического кино, политическую комедию «Хвост машет собака» или «Плутовство» Барри Левинсона, когда, помните, решили все-таки прекратить войну в Албании, и продюсер, который как бы инициировал эту войну, виртуальную войну абсолютно, он кричал, как они посмели ее остановить? Это не их война, это не они ее придумали. Так вот, точно так же европейские политики тоже кричат, если Зеленский только начинает делать какие-то шаги, или окружение Зеленского начинает делать шаги в направлении урегулирования ситуации, они начинают кричать, это не твоя война, ты не имеешь права, не трожь. Давайте лучше воевать, как говорил известный персонаж нынешнего политического паноптикума. Все равно непонятно, за что воевать, Константин Петрович. Сегодня, помимо вот этих переговоров... Извините, знаете, а в данной ситуации вопрос «за что воевать» – это вопрос крамольный. Украинцам постоянно вдалбливают. Нельзя задавать вопрос «за что вы воюете?». Необходимо задавать вопрос «против кого вы воюете?». Это война не за что, это война против кого? С украинской точки зрения. Получается, воюют за территории, да? Или это уже вопрос такой. Как скажет Зеленский, он выйдет и скажет, что мы воюем за территорию, значит, воюем за территорию. Если он скажет, что мы оставляем территорию, для нас главные люди, значит, мы воюем за людей. И так далее. Но не ставим этот вопрос. На протяжении всей войны мы не задаем вопрос, за что мы воюем. Это потом там домысливают некоторые, говорят, что за независимость, за европейский выбор Украины, за свою субъектность и так далее. Но это все нигде не сказано Зеленским, за что мы воюем.
Вот. Каждый воюющий знает, против кого воюем. Мы должны убить 50 тысяч русских. Мы должны, значит, это постоянно делать так, чтобы, там, условно говоря, Россия не чувствовала себя спокойно. Мы должны, вот, условно говоря, вот есть образ врага, но нет образа будущего. Образ будущего, вы видите, не рисуется, не вырисовывается. Вот. Какой будет Украина завтра, никто не говорит. Есть сказки о том, что придут инвесторы, сделают тут рай, и через 4 года здесь будет город-сад, как писал Маяковский. Да, так вот, точно так же вот, размыто говорят. Вот. Не говорят конкретно, но говорят, что мы должны делать, вот кто враг и против кого мы должны воевать. Хорошо, если за что вопросы, или как там принято говорить в интернете, вопросики, Да. то тогда возникает вопрос, на что? Европа вроде как согласовала Украине 90 миллиардов, о чем торжественно объявила. Однако Политико пишет со ссылкой на свои источники, что, простите, но Франция внезапно блокировала выделение денег на эту замечательную как бы катавасию военную. Цитата. «У французской логики есть свои сторонники, однако разногласия привели к неоднократным переносам с пятницы на понедельник, ну и так далее». А в понедельник снова прорыва не произошло. Дипломаты предполагают, что чиновники, возможно, преуменьшают масштабы тупика и пытаются избежать перспективы прекращения финансирования Украины уже в начале апреля. Между тем, вопрос о кредите на сегодняшней повестке встречи послов оставался под вопросом до позднего вечера вчерашнего дня. Ну, вроде как обсудили, согласовали. 60 миллиардов будут направлены на военную помощь, 30 на общую бюджетную поддержку. При том, что в бюджете Украины на этот год предусмотрено 45 внешней помощи. А фактически выделить, получается, в 3 раза меньше. 15, потому что 90 мы делим на 2, это на 2 года. Ну и как бы вчера вы тоже, наверное, обращали внимание, видели там госдолг, например, 30%, 9 триллионов плюс рост. То есть, получается, вообще воевать не на что. Воевать не на что, это правда, и об этом говорят давно. Мы фактически воюем в долг сейчас. И 90 миллиардов, которые сейчас Европа готова, якобы готова нам дать, это тоже деньги, которые не являются грантовыми, деньги, которые пойдут именно как кредит Украине. Мы не знаем, под какие проценты, вот, мы не знаем, что мы должны будем взамен. Поэтому и Франция сейчас, почему не дают? Проверяют кредитоспособность Украины. А чем Украина будет покрывать этот долг? Списывать его Украине никто не будет. Уже Польше в свое время списали, там, если не ошибаюсь, 50 миллиардов вот, в начале 90-х годов. Вопрос стоит в том, что чем Украина будет покрывать этот долг. И поэтому я думаю, что параллельно вот, ведутся переговоры. Хорошо. А вы сейчас отдали недра Соединенным Штатам, вы что-то там подписали с Великобританией, а чем вы будете расплачиваться за вот эти вот долговые обязательства, которые вы возьмете? 38 миллиардов уже это кредитные обязательства перед Европейским Союзом, 38 миллиардов долларов, плюс еще 90 миллиардов. Когда вы будете отдавать? Вот этот момент больше всего интересует европейцев. Ну так отдавать когда? Ладно, когда? А опять с чего отдавать, Константин Именно Петрович? так вот, из чего и когда? Понимаете, в чем дело? Тут внезапно выяснилось, по крайней мере сегодня, ну если вчера день прошел под знаком того, что Мелания Трамп это подгон Эпштейна, то сегодня начинали присматриваться, наводить резкость, модельные агентства всякие, вглядываться в них. И там украинка была замечена, мисс 2010, да. То есть, как бы, вот как может и отдавать, понимаете, в чем дело? Но дело в том, что Украина, Россия, Беларусь, Молдова и так далее, постсоветское пространство, вот, девушки из модельного бизнеса в этих странах, они всегда были в зоне особого внимания вот, западных делков. И не только западных.
Вот. Извините, пожалуйста, потоки девушек из эскорт-сервиса в Объединенные Арабские Эмираты, в другие государства Ближнего Востока, в Турцию и так далее. Кто-то считал, что более важно ехать куда-то в Европу или даже в Соединенные Штаты, кому-то улыбалось счастье, как они считали. Вот. И они становились вот именно элементом вот этой цепи современной сексуальной работорговли. Об этом знали все, вот. Это было известно, об этом писали, об этом говорили, это было всем известно. Вот. Но сейчас, когда всплыли пленки Эпштейна, вдруг начали говорить о том, что, ух ты, оказывается, это такая большая проблема, это такая большая была тайна за 7 печатями. Да никакой тайны не было. И модельные агентства украинские, они одновременно, вот параллельно, многие из них, я не хочу гульно всех называть, но многие из них работали так же, как фирмы, которые поставляют живой товар за рубеж. История с Эпштейном, ну, вот так вот побурлит, как говорил классик украинской политики, Зарян и Шкиряк, повоняют и забудут? Я думаю, да. Я думаю, да, и, соответственно, в данной ситуации есть политическая конъюнктура, есть определенные моменты, и, соответственно, есть волна информационная, ее пытаются оседлать, а дальше она пойдет на спад, в зависимости от того, как будут развиваться события в других направлениях. То есть вы не из того числа, ну, условно, мыслителей, интеллектуалов, которые находят в этом определенную, ну, переломную, что ли, линию, да, вот, что вот все, теперь смотрите, Запад себя дискредитировал, элиты Нет, все. нет, Запад уже давно, знаете, каждый раз, когда проявляется какой-то скандал на Западе, громкий скандал, сразу же кричат, вот видите, Запад себя дискредитировал. Вот. Ну, это из серии «У них негров линчуют». Извините, пожалуйста, а в Украине не было таких же точно островков Эпштейна? Вот. Не было, начиная с 90-х годов. Вот. Да если копнуть историю Украины поглубже, вот эту теневую историю Украины, времен Кучмы, времен Ющенко и так далее, последующих времен, можно столько найти интересных моментов. Огромное количество разного рода БДСМ и свингер-клубов вокруг Киева, которые любят посещать сильные мира сего. Вот. Большое количество, там, скажем, перверсионных действий, в которых замешаны и замечены депутаты Верховной Рады, министры и все прочее. Ну, просто-напросто этому не уделялось много внимания. Когда-то один мой мой друг, редактор известного интернет-издания, вот, рассказывал, нет, ты понимаешь, говорит, вот мы нашли одну девушку, вот, которая очень давно в этом эскорт-сервисе. Она знает все. Вот она вот, фактически знает все про всех депутатов. Мы решили взять у нее интервью, говорит. Вот. Потом через некоторое время сказал, мы взяли у девушки интервью, но мы поняли, что если мы его опубликуем, то завтра от нашей редакции не останется камня на камне. Потому что такие имена и такие факты прозвучали, что лучше мы не будем за это браться. Поэтому, знаете, вот сейчас ситуация с Эпштейном и вокруг пленок Эпштейна или же записи Эпштейна, или же вот этих почты Эпштейна, вот, она попросту выгодна некоторым политикам на Западе для того, чтобы использовать как определенный информационный таран. Если Вот. проанализировать... Я думаю, что его запустили слишком рано. Вот. До осени попросту это еще, может быть, и забудется. Точнее, это такая себе информационная прививка. Вот. К осени всем надоест эта ситуация. Что же касается Украины, ну, в Украине просто как жили, так и живут, и будут жить в вот эти вот островки Эпштейна. Будет меняться власть, будут приходить новые политики под очень правильными лозунгами, которые будут критиковать своих предшественников, и все они будут пользоваться этими островками. Понимаете, просто в момент вот таких... Это ведь скандал, он же как? Он направлен
Я, между прочим, как бы не разделяю ваше мнение. Ну вот, Константин Петрович, Ну, абсолютно. пожалуйста. Я не Я не разделяю. настаиваю на том, что я... Мне кажется, что вот это как раз такой, тот такой период, что об этом ну, вообще нельзя молчать. Начиная с того, я ведь, видите, как бы высказываюсь там или там обсуждаю уже эту тему на протяжении недель, ну вот, когда это все опубликовано в таком объеме, когда начались вот эти подробности. Я пытаюсь избегать там темы детей, да, то есть, ну и как бы, а там же фотографии разные. Есть, понятно, там с детьми, а есть там с абсолютно, ну так посмотришь на них и думаешь, елки-палки, да, господи. Особенно сегодня же, это же старая фотография, а сегодня на сегодняшний-то вкус накачанных, перекачанных разного рода, так сказать, усилителями красоты девушек, те фотографии кажутся вообще безобидными. Да, ну, то есть, Да, как в старом анекдоте. Вот, был с женой в женской консультации. С кем только сексом не занимается. ну, то есть, понимаете, вот такая же история. Но тут же вопрос все-таки детей и вопрос морального облика элит мировых, мировых. Ведь если все так, забудется, погодите. Польша официально создала вот комиссию по расследованию. Один за одним уходят разного рода политики, разного, причем такие не первой, хотел сказать, свежести, но, в общем, не первой руки, да, какие-то советники, какие-то послы, дипломаты, все, Билл Гейтс даже выходит и лично извиняется. Он говорит, мне очень жаль, что я вообще был знаком с этим человеком. Масштаб колоссален, именно потому, что, ну, вот эти факты жертвоприношения и детское участие в этом всем. И если вот занимать позицию, что да, ну это всегда было и будет, в истории куча таких вещей, ну простите, у нас... Я к тому, повлияет ли это на самые главные выборы этого года. Мгм. Вот. Повлияет ли это? Да, сейчас для многих шок, для многих это является там, таким моментом истины, по-другому посмотрели на элиты, но, извините, пожалуйста, сейчас в поле зрения далеко не Трамп. Вот. Билл Гейтс, вот, один из доноров демократов, чета Клинтонов, вот, даже маму Мабдани там приписали к этому, восходящей звезды демократической партии. То есть огромное количество вот именно по демократам пришлись. Вот. И если завтра, условно говоря, появится какая-то информация про Трампа, она уже не будет восприниматься исключительно так, что вот смотрите, какие уроды собрались в Белом доме. Нет, будет вся элита фактически будет пострижена под одну гребенку. И по демократам это ударит, возможно, даже сильнее, чем по пребывающим сегодня при власти республиканцам. Константин Петрович, колдовские обряды Ермака. И сейчас я почему об этом говорю? Потому что сегодня, ну там вчера, а еще и сегодня подключились разные там каналы-миллионники, и все, в общем, выписывают, говорят, что это чуть ли там не Мендель продалась под российскую пропаганду. С точки зрения вот политического анализа, а нахрена это Мендель надо именно сейчас выходить с вот этими подробностями, а потом еще и посты скабрезные писать с фотографиями Пышного, Буданова, Зеленского, там, Мотовиловца, что Ермак всех тащил в постели, дарил браслетики. Это она открыто абсолютно пишет. Зачем это нужно? Да, я вот, кстати, не видел этот пост, потому что я видел как бы именно копию этого поста, вот, но не видел у нее на странице. Заходил, то ли она удалила, то ли это специально сделали фейковое, я не знаю, не буду говорить фейковую информацию, не буду утверждать, что это действительно она распространяла. Что касается Мендель, я не знаю, платили и не платили, подыгрывает она кому-то, не подыгрывает, чью игру она играет. Но, скажем так, Мендель – это не игрок высокого уровня. Вот. Использовали ее, не использовали. Но то, что Андрей Борисович действительно склонен к мистике, к оккультизму, к разного рода эзотерическим практикам, это правда. Это было известно и раньше. Я очень хорошо помню, как летом 23 года вот мой приятель, который работает в офисе президента, работал, он смеялся, говорит, что вот Ермак выписал из Колумбии шаманов,
шаманы приехали. И мы еще смеялись, что вот как замаскировали курьеров под шаманов. Вот. Вот это мракобесие, вы поняли, да? Вот это мракобесие, оно процветает в Украине уже давно. Очень давно процветает. Я очень хорошо помню, как лет 20 назад один из глав тогда еще администрации президента вот, говорил одному из премьеров, вот раскрывал перед ним там большую карту, говорил, вот это вот там натальная карта или там астрологическая карта, я не знаю, как правильно говорит, вот видишь, вот здесь вот твоя звезда, вот это здесь моя, вот это вот мы просто обречены быть вместе, мы должны обязательно вот выступать в тандеме, говорил. Я знаю, как некоторые политики целый штат содержали там колдунов, эзотериков, там экстрасенсов и прочее, и с ними советовались по поводу того или иного действия вот, и так далее. Совместимость тестировали. Тест на совместимость, если брали человека в партию, в партийный список, вот, проверяли, насколько он будет совместим с другими членами этой команды. Вот, и так далее. То есть, а к мальфарам, этим всем ворожкам, там, бабкам всяким, это так целое ж паломничество было. Вот. Я знаю огромное количество людей, которые там просто передавали вот в коридорах администрации президента, да, вот, передавали из уст в уста. В Черкасской области есть такой-то человек, вот к нему надо поехать, узнать, вот, что будет дальше. Или в Ивано-Франковской области живет одна бабка, мальфарка, вот, к ней надо обязательно поехать. Это было вот, и, соответственно, совсем недавно это было. Вот. Это же передавалось из уст в уста. А когда один олигарх привозил из Израиля вот, некую девушку, которая там в гостинице «Днепр» устраивала прием высокопоставленных лиц и там рассказывала им, что будет дальше, накануне первого Майдана, кстати. Ни одному из них она не сказала, что они лишатся власти или еще чего-то. Вот, лишились. Ну, это, конечно, понятно. Есть такая старая шутка там, да, что ж ты такой экстрасенс, а 6 цифр лотерейного билета не можешь отгадать, да, как бы изменить свою жизнь. Но тут же проблема опять-таки. Опять мы сталкиваемся с тем, да ну это всегда было, это все понятно. Нет, Константин Петрович, есть разные там маги, ворожки, мальфары, но здесь конкретно практики кладбищенские, куклы Вуду, сатанизм. То есть, смотрите, мы видим, что воинами света управляют темные силы. Правильно? Вот всегда, вот, ну, знаете, как, это то же самое, знаете, есть приписываемая Черчиллю фраза, которую Черчилль не говорил, что фашисты 21 века будут называть себя антифашистами, да? Так вот, точно так же вот, темные силы в 21 веке будут называть себя воинами света. Это абсолютно нормальное явление. Вот, помните, в дни Майдана колдовские всякие обряды, когда там на даче Януковича распинали живых соколов, там прибивали к воротам, вот, и так далее, и прочие обряды. Это все тоже было вот, в дни Майдана. Слишком уж много чертовщины в нашей политике. Слишком много. А помните, как Дмитрий Ильич Гордон рассказывал, как пару лет назад колдуны собирались на кладбище и насылали порчу на людей из окружения Путина. Да. Вот, закапывали там фотографии, там лили воду, молились, там какие-то молитвы там специальные, заклинания, точнее, там провозглашали и так далее. Но это все тоже было. Ну, тут возникает же другой главный вопрос. Так, а Зеленский принимал участие? Я не знаю. Так что я в этом не принимал точно участие, поэтому я не мог его там видеть или не видеть. Это уже надо задавать вопрос той же Мендель. Просто получается очередной такой виток истории. Да? Вот, казалось бы, с исторической точки зрения, нет, 4 года войны – это много, безусловно.
Но мы проходим определенную, ну, вот такой круг. Вы же помните эти потрясающие миллионными просмотрами видео, как Путин пил кровь оленя там какого-то, как Шойгу там его к шаманам возил, и они там что-то устраивали, как с Амазонки, я помню еще тут рассказ, там с Амазонки Медведчук кого-то привозил для Путина, какого-то шамана. То есть вот это все. Сейчас вот Путин умер, а вот он там себе что-то колет, а у него там, ну, в конце концов пришло к тому, что он в холодильнике и так Да. далее. Тут Ну, выходит... у нас народ любит такие вещи. Вот читательская аудитория, зрительская аудитория ведется на подобного Нет, рода. так я имею в виду, что сейчас наоборот все. Ну вот, Так абсолютно я понимаю, наоборот. что это наоборот. Я просто говорю, что тогда это запускалось для хайпа. А сейчас вдруг оказалось, что есть люди, которые всерьез этим занимаются. Да, я знаю сам большое количество людей, которые верят в вот эту всю чертовщину. Да, вот верят абсолютно в оккультные моменты и, соответственно, принимают решения, там, посоветовавшись там, с духами и там, сходив на кладбище. Есть такие люди. Но другое дело, что эти люди вот дорвались до власти. А вам не кажется, что вот этой всей истории нас как-то вот немножко ну, как бы отбивают от чего-то главного, отвлекают? Нет. Я думаю, что вряд ли отбивают от чего-то главного, потому что все равно вопрос войны и мира, вопрос, когда же закончится все это, когда наконец станет хоть чуть потеплеет, когда будет больше света, вот он не уйдет для обычного гражданина, вопрос его комфорта, выживаемости, вопрос его выживаемости его семьи, вот, он не уйдет, сколько бы не предлагали разного рода желтых тем. Ну, не будет человек, сидя в холоде, зная, что у него болеют дети, зная, что у него там в тяжелом состоянии там родители, зная, что свет дают 3 часа, вот, не будет сидеть и обсуждать Ермака на кладбище. Он будет обсуждать, когда закончится война, когда дадут свет, когда начнется хоть какая-то человеческая жизнь. Понимаете, а со светом-то новые фортели нам подкидывают. Говорят, теперь 8,5 гривен за киловатт-час. Да. Это сколько? $2 получается, да? Да. Ну вот если там по 2 40. доллара, да. Ну да, примерно $2, может чуть-чуть меньше. То есть, и говорят, ну это все подорожает, это условия наших партнеров. А если ты заряжаешь свою зарядную станцию, плати больше. Ну ты же накапливаешь, ты же не пользуешься, ты накапливаешь. И вот так вот это все под этот шумок, понимаете, будут еще больше доить, Константин Петрович. Конечно, будут. И будут вводить новые налоги, и будут вводить новые тарифы, все будет. И будут сокращать количество социальных пособий и льгот. Это тоже Кристалина Георгиева, глава Международного валютного фонда, специально приезжала в Киев для того, чтобы сказать об этом. Вы должны рычать, как львы, но при этом будьте добры, отмените льготы. Все это будет. Ну тогда вообще возникает вопрос. Как бы, ну, я там задаю такой вопрос, там, за что воюют, да, например. За что воюют, на что воюют. А теперь вопрос, а что будет с украинцами? В том-то и дело, что будет с украинцами. Мы тоже неоднократно уже в наших программах с вами говорили, что будет. Нас ожидают очень-очень сложные темные времена после завершения войны. Вот. Границы не будут открыты. Такой концлагерь на территории Украины будет оставаться. Украине окажется то, что было в 90-е годы, вот в лихие 90-е с организованными преступными группами и так далее, это покажется еще цветочками. Потому что тогда вот были бандиты, которые тоже прошли через Афган, через там, прочие испытания. Но тогда с ними боролись. А сейчас с ними будет очень сложно бороться. Представьте себе, что какой-либо там бывший ветеран, вот, орденоносец, завтра окажется не у дела, окажется на обочине, скажем, реальной жизни, и у него будет оставаться один только выход – идти в какие-то бандформирования,
Ну, государство попросту скажет, а у нас нет возможности заботиться. Начнут создаваться вот эти бандформирования, полиция, например, его задерживает, вот, в зал суда придут его побратимы, будут его отбивать. То, что мы видим, наблюдаем в Черкасах, например, сейчас. Ну, там Там ликвидировали. немножко, да, там ликвидировали, но дело в том, что как реагирует. Вот, что полиция должна, значит, необходимо отстранить там человека и так далее. То есть вот это как раз будет. Будет безнаказанность очень часто. Будет, как бы сказать лучше, собственное видение каждым человеком того, что является справедливым и несправедливым. Кто-то будет считать, что а почему у этого вот дом, а у меня нету дома. Вот. Пойду и просто там ограблю, захвачу этот дом. Вот, самозахват. А еще будут, кроме всего прочего, людей, которые прошли через фронт, использовать разного рода местные князьки для создания таких небольших ЧВК для рейдерских захватов тех или иных объектов. Вот. И все это на протяжении нескольких лет будет еще после войны. Украина будет жить в условиях турбулентности. Я не пугаю. Я просто говорю, как обычно бывает в таких условиях, когда вот проходит война, и когда государство не в силах обуздать вот эту стихию послевоенную. Всегда, ну так принято было считать, что Украину спасал парламентаризм. Да, он никогда не был в чистом таком нормальном виде, но всегда в крайние моменты за голову хватались депутаты и что-то предпринимали. Ну, такой есть стереотип. Не знаю, согласитесь вы или нет. Ну, вот там 4-й год, все, там раз, придумали там 3-й тур. 14-й год, раз, убрали Януковича, парламентский кризис, поставили ИО, дальше быстро выборы, чтобы не терять вот эту легитимность власти. Сейчас такое ощущение, что парламент вообще на каких-то задворках. Вот сегодня публикуют, что НАБУ и САП разоблачили действующего народного депутата на хищение имущества Национальной академии аграрных наук на 30 миллионов гривен. Судя по всему, речь идет о там Гунько, есть такой депутат от «Слуги народа». Значит, решал по земельным вопросам, отмечает СБУ. А Марьяна Безуглая нам публикуют, что вообще какое-то колоссальное количество мандатов лежат народных депутатов. И мы видим же это все своими глазами. Смотрите, историческая встреча Рютте в парламенте. Ну так-то, на секундочку. Говорит, правда, всякую дичь о том, что потерпите, весна скоро, солнышко там поможет, все хорошо. Но сам факт, встреча-то историческая, а в зале 3 калеки, 2 чумы. Получается, в эти тяжелые времена парламентаризм уже не спасет. Ну, смотрите, вот, неделю назад погиб один из депутатов, представителей «Слуг народа», мажоритарщик. Вот, то есть в его округе провести сейчас выборы, до выбора невозможно. То есть это первый момент. Вот перед этим умер народный депутат, пока еще не приняты полномочия его сменщикам, который там должен подвинуться. Вот. Сейчас во фракции «Слуга народа» 226 народных депутатов. Если завтра Гунько будет привлечен к ответственности или же будет исключен из фракции, это значит, что в парламенте нет большинства. Или же необходимо переформатировать большинство. Переформатировать большинство, создать новое большинство, необходимо создать новое правительство. Вот. Очевидно, что на это сейчас будет делать ставку тот же Пинчук, прочие, Фиала, прочие, которые сейчас стоят за фракцией «Голос», вот, которые очень хотели бы, чтобы их человек стал во главе правительства. Фракция маленькая, но гордая. НАБУ действует с ними заодно, в одной группе с Пинчуком, с Фиалой. Это одна, можно сказать, политическая сила, один вектор политический. Поэтому я не удивляюсь, что сейчас именно привлекли внимание именно к Гунько. Вот. Я не удивляюсь. Будут привлекать внимание еще и к другим мажоритарщикам. Ждите, что сейчас будут размывать
слуг народа именно бить по мажоритарщикам будут вот в информационном плане. Для того, чтобы создать ситуацию, при которой вот не было бы другого выхода у слуг народов, как идти на определенную коалицию, которая будет уже не монобольшинством, как раньше, а там 2-3 политические силы, и будут требовать поделиться портфелями. Пока что эта группа получила один портфель. Это Федорова, фактически, которого они перетянули на свою сторону. Ну, как будет дальше складывается ситуация, я не знаю. Очень интересно, как вообще выглядит, ну, вообще парламент, да, который, ну, по идее, там по закону что должны, там, переформат коалиции, ну, по идее, там Зеленский должен выйти и распустить Верховную Раду и назначить выборы. Ну, Нет, по он идее. не может назначать в условиях военного положения. Как раз именно относительно Верховной Рады существует императив, что выборы Верховной Рады невозможны в условиях военного положения. Относительно президента такого императива в Конституции не существует. Получается, что отсутствие коалиции надо переизбирать правительство. Ну, новая коалиция – это новое коалиционное соглашение. У нас правительство создается Верховной Радой, то есть на основе парламентского большинства. Парламентское большинство вносит кандидатуру нового премьера на рассмотрение президента, а президент потом обратно вносит в Верховную Раду. Просто, понимаете, действительно ситуация в парламенте угрожающая. А у нас гражданский кодекс новый вводят. Да, гражданский кодекс. У нас теперь можно будет жениться, выходить замуж с 14 лет. А зачем выходить замуж с 14 лет, Константин Петрович? Ну, я не знаю, но может кому-то хочется. Вот. Может, таким образом будут исправлять демографическую ситуацию. Я же не знаю. Вот. Ну, просто депутаты иногда принимают такие решения, которые на голову не налезают. Да, в советские времена вот, разрешались браки с 16 лет в 2 союзных республиках, в Украине и в Узбекистане. Вот, с 16 лет было. Вот. А сейчас у нас хотят с 14. Мы должны тоже быть впереди планеты всей. Ну, как бы паспорт получаешь первый, пластиковый, 14. И, пожалуйста, иди там, да, плодитесь и размножайтесь. Но это ведь не про семью, это чуть ли не прикрытие, как это, дело Эпштейна, почему бы и нет. Да, ну вот это вопрос к тем, кто предлагает такие моменты. Я понимаю, что там они сейчас скажут, что в определенных условиях, в определенной ситуации, что надо пойти на определенные уступки, что это скорее исключение, чем правило, что у нас молодежь слишком рано начинает жить половой жизнью, что у нас большое количество ситуаций, при которых там вместо того, чтобы решить вопрос, разрешить там брак, у нас отправляют человека, который там вступил в связь с несовершеннолетней, его отправляют в тюрьму, а так он получит возможность воспитывать ребенка, там, создать семью крепкую. Все это отговорки. Вообще, конечно, жуть, что происходит в последнее время. В стране, где, простите, да, ну, у нас мысли преступления уже становятся нормой. Сегодня СМИ опубликовала историю с 30, ну, как бы историю с учителем истории. Ну, как бы вашим коллегой, тоже историк. А? С Голобородько? Нет, не с Голобородько. Учительница истории, 35 лет стажа. Значит, она характеристика там, в общем, воспитывала детей в духе патриотическом. Но она срок чуть не получила за оправдание российской агрессии. СБУ ее обвиняла и основывалась на прослушивании частных звонков. Значит, в 24 году это все случилось, и в телефонных разговорах женщина со старым знакомым говорит: воевать будут до последнего украинца. Им надо земля, а нас чтоб не было. Согласно обвинительному акту, она таким образом совершила все зависимые от нее действия в ущерб информационной безопасности человека и гражданина, обществу, государства, чем довела свое преступление до конца. Извините, а в чем она не права? Основанием для прослушивания стало постановление суда, которое не было показано по причине секретности.
То есть спрашивают, а как что вы прослушивали частный звонок? Учительница истории. Говорит, секрет. А, И, ну, тут как бы суд оправдал полностью эту женщину, да, вернул ей этот телефон, который изъяли, отбилась, но, простите, мариновали, Очень много отбилась. секретов. Вот я, например, под санкциями, вот, если сейчас, вот, не только я, вот, очень многие мои коллеги, политологи, журналисты, когда обращаются в суд, вот, пытаются как бы опротестовать санкции, суд запрашивает постановление, вот, запрашивает как раз документы, на основании чего Совет национальной безопасности и обороны Украины принимал решение относительно санкций. Вот, им говорят, секрет. Мы не можем вам сказать. Вот. Это сплошь и рядом. И это касается не только там, постановлений суда, это касается вот и именно таких вот закрытых постановлений. Чем это отличается от вот этих решений тройки в сталинские времена, непонятно. Ну, вы знаете, в этих мыслепреступлениях, конечно, сейчас начинают атаковать не только Мендель, которая про колдунов рассказывает, а еще и Александра Усика, боксера, чемпиона. Значит, он, что интересно, 2 числа, 2 февраля, был на вечере большого бокса. Значит, ринг 6. Он прошел на легендарной Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке и сфотографировался с разными боксерами, российскими в том числе, и даже другом Кадырова Артуром Бетербиевым. Значит, фотография разошлась по российским ресурсам, и уже там его подают как символ, спортивный символ и так далее. Ну и, Да. простите, пожалуйста. Маразмы, которые сейчас доминируют в украинских социальных сетях, более того, которые подогреваются искусственно. Вот, я вижу, как мальчики по вызову, которые существуют в украинском информационном пространстве, как им дают команду ФАС относительно тех или иных персонажей. Вот, условно, известная история, которая где-то неделю назад была, или 2 недели назад, связанная с тем, что украинские там, танцоры балета принимали участие в постановке «Лебединого озера», вот, балета. Вот, их за это только захейтили, более того, лишили их брони, вот, исключили их из списка труппы, вот, потому что они танцевали в «Лебедином озере». «Лебединое озеро» – это Чайковский, «Лебединое озеро» – это визитная карточка России, и если они танцуют в «Лебедином озере», значит, они таким образом вот, оправдывают агрессора, вот, делают, опять очеловечивают агрессора, как говорится, вот, и так далее. Ну, то есть, большего бреда мне слышать не приходилось, но это сейчас из каждого утюга звучит. Та же ситуация там, по спортсменам, которые где-то там пожали руку своему сопернику в ходе соревнований. Все, враг народа. Каяться, заставлять там, значит, извиняться и прочее. Ну, извините, пожалуйста, но это же ненормально. Это же абсолютно нездоровое, больное общество. Завершить я бы хотел на геополитическую тему, ваше мнение, потому что вот эта просадка определенная, ну, когда Зеленский на 5-ю точку сел со своими претензиями в адрес России, пытался сыграть на переговорах, мне почему-то показалось, что он все знал. Ну, мне почему-то показалось. Да, это, как вы говорите, они там принимали решение в Вильнюсе, там вот это вот, как обыграть эту историю. Но думали, прокатит. Причем сейчас его пытаются спасать, вот эти же ресурсы, которые клеймят всех остальных позором. Типа, вот были уже удары, да, там, после вторника. Но там же речь шла о Киеве, Киевской области. Вот в чем задача. То есть, а удары были в другие места. Константин Петрович, сегодня событие, которое по-настоящему может многое изменить. Хотя я тоже вижу очень много скепсиса. Ну, может, мы не верим, конечно, да, или как бы научно там это доказуемо, но
с оговорками во всякие там созвездия, планеты, всякие там ретроградные Меркурии, полнолуния, там, ну, полнолуние официально влияет на человека, но может у всех настроение просто такое. Константин Петрович, сегодня Си созвонился с Путиным. Говорили 1:25. Круг вопросов широкий, в том числе и Украина. Да? Потом Си созвонился с Трампом. Хорошо поговорили, нам пишет Трамп. Сою обсудили, и, понятно, все болевые точки. Значит, до этого Трамп говорил с Моди. Выбросил информацию, что Индия не будет покупать российскую нефть. Ну, как-то, знаете, ну вот, нехорошо получилось, Моди об этом ничего не сказал. У Ирана на фоне этих разговоров срыв переговоров. И многие делают вывод, что плохо поговорили, потому что, условно, там Совет мира, Россия и Китай как бы официально единогласно не поддержали. Иран, вот видите, выкаблучивается, хотя вроде был согласен на ядерную сделку с американцами, на переговоры. Стамбул отшили, сказали, все, давайте на пятницу. И в пятницу вот к вечеру сообщили, этих переговоров не будут проводить, будут какие-то контакты. Исходя из больших игроков, их телодвижений, что происходит, как вам кажется? Происходят попытки вот каждого крупного игрока, вот именно гегемонов, государств-гегемонов, определить свои сферы влияния и распредметить эти сферы влияния в мире. Очень, очень напряженные переговоры на самом деле, потому что очень много есть шероховатостей, недосказанностей, есть очень много узлов противоречий. Вот. Но сильные мира сего общаются друг с другом для того, чтобы определить интересы каждой стороны и заявить свои интересы. Вот. Согласовать, где есть спорные моменты, где есть взаимопонимание. И чем больше они будут говорить, тем лучше. Хуже, когда молча воюют. Вот. Поэтому это важный момент. Второй момент. А вы заметили, что в эти переговоры не включают Европу? Да. Европейские государства. Но у них, подождите, у них была своя сессия. Стармер мчался к Си Цзиньпину. Я понимаю, ни да, о чем. Ни о чем, да. 5 дней, 5-дневный визит, перед этим Урсула фон дер Ляйен летала тоже ни о чем. То есть, но Европу сегодня не воспринимают как фактор мировой политики. Вот. Мировая политика на сегодняшний день вершится 4 государствами. Так а кто будет решать, когда заканчивать войну в Украине? Я думаю, что будут решать Россия и Соединенные Штаты. Вот именно их переговорный процесс будет наиболее важным, потому что в данной ситуации, я еще раз вернусь к тому, о чем я неоднократно говорил. Анкоридж – это не про Украину. Анкоридж – это о возможностях, которые открываются перед Соединенными Штатами и Россией в совместных проектах. Украина в данной ситуации – это преграда для более тесного сотрудничества, потому что вопрос Украины – это вопрос санкций против России. Для того, чтобы снять санкции с России, необходимо решить украинский вопрос. Вот. Поэтому Трамп взял на себя определенные обязательства с тем, чтобы заставить Украину согласиться на определенные решения. Вот. При этом, что важно, вот, Путин считает, что решения, которые приняты в Анкоридже, являются уже компромиссными с точки зрения России. Он это неоднократно говорил, и сегодня Лавров об этом говорил, что это компромиссные решения с точки зрения России, как Россия их видит. Но есть фактор Европы, был фактор Европы, которая пыталась доказать, что нельзя идти именно по этому пути. Европа пыталась навязать свою программу. И тогда появляется фактор Гренландии. И этим фактором Трамп просто за 1 неделю помножил Европу на 0, показал, что они не являются игроками, что они никто в этой большой игре, они не могут адекватно реагировать на вызовы. И, видите, без них сейчас пытаются решить все вопросы. Погодите, так а где Гренландия? Вопрос Гренландии сняли, видите. То есть он где-то там существует, но он перестал. Вот накануне Давоса вдруг проявляется Гренландия, и Европа показывает, что она не знает, как реагировать.
Не знаю, как реагировать. Посылаем туда 15 человек. Нет, еще двух отправим, еще одного человека. Нет, мы сейчас поговорим с Трампом, мы его убедим, чтобы он не предпринимал ничего против Гренландии. Вот, и так далее. То есть начинается хаос, начинается неразбериха. Каждый начинает по-разному там себя позиционировать. Вот, и так далее, и так далее. Трамп с ухмылкой такой приезжает в Давос, фактически снимает тему Гренландии, вот, говорит свое то-то же. Вот, и после этого, как мы видим, как раз европейская позиция по украинскому вопросу просто не рассматривается. Вот этих 20 пунктов, вот эти вот другие вот аспекты, которые пытались европейцы и Зеленский протолкнуть, они считали, что они Трампа заставят принять их позицию. О них просто не говорят. Сейчас переговорный процесс Россия, Соединенные Штаты и Украина. Вот, все. Вот никаких европейцев. Без них обходится. Да, друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего голосования. Посещаете ли вы пункты несокрушимости? Значит, 4% да, некуда деваться, 10% дома терплю, на работе спасаюсь, 18% нет, у меня все свое есть дома, 68% слава богу, что я не в Украине. Ну, вот такие итоги опроса, по крайней мере, тех людей, которые проголосовали. Значит, что интересно, из 10 тысяч голосов, которые мы получили, ну вот нас сейчас почти 27 тысяч смотрят, 10 тысяч человек проголосовали. Вот такие результаты. Ну, вот такая математика. Что скажете? Ну что, вот, Нет, надо поблагодарить людей. Зрителей не Надо находится в поблагодарить Украине. людей, что честно написали, ну, не Да. стали Нет, голосовать. абсолютно честно. Да. Кстати, это очень важный момент, потому что вы и я находимся под санкциями в Украине. Соответственно, не все могут возможность смотреть наши программы, не все пользуются VPN и так далее, не знают, как это делать. Не у всех есть сейчас свет и возможность смотреть нас в прямом эфире. Кто-то будет смотреть в записи. Поэтому это абсолютно объективные показатели. Вот. Я именно на это обращаю внимание, что 2/3 наших зрителей сейчас не находятся непосредственно в Украине. Да, друзья, значит, переходим к вашим вопросам. Начнем с сообщества YouTube. Нет, начнем с клуба зрителей Шелест, закрытого сообщества в Телеграм-канале, потом сообщество YouTube и чат трансляции присоединим. Константин Петрович, как бы режим Блиц, вопросов так поднакопилось, да, предостаточно. Поехали. Итак. Андрей, Константин Петрович, с нынешним уровнем компетенций, с нынешним уровнем финансовых возможностей, с нынешним уровнем коррупции в Украине, возможно ли хоть как-то восстановить инфраструктуру, чтобы сохранить города живыми после окончания войны? Или Украина будет без городов страной? Украина не будет без городов, вот, но вопрос именно восстановления компетентности и профессионализма тех, кто будут заниматься восстановлением, а также коррупции, которая будет присутствовать во время восстановления, эти вопросы сейчас уже очень многие задаются этими вопросами. Один из моих близких друзей и коллег, Андрей Ермолаев, он совсем недавно задавался именно вопросом: вот хорошо, а где взять этих технократов, технарей, которые будут восстанавливать экономику? Где они? Они есть, говорит, но они сейчас не удел. Вот. К ним никто сейчас не прибегает к их услугам. Вот. Вот в чем проблема. А мальчики в коротких штанишках, которые освоили азбуку политики за 3 дня в Трусковце, ну, извините, пожалуйста, они могут хорошо разворовать бюджет, но не создать нечто. Василина. Вопрос Константину Петровичу. В прошлом эфире вы на вопрос о возможных кандидатурах на пост украинского президента сказали дословно о Буданове. На фоне остальных выглядит более-менее прилично. Правда, говорили, что это сейчас, и за его действия в будущем вы не ручаетесь. Можно ли вас понимать так, что прошлая политика человека уже не имеет значения? Ведь тот же самый Буданов, ну и там перечисления, говорил, получили 3 миллиона крымчан, которые жили под пропагандой России, люди с видоизмененной психикой. На вопрос об убийстве журналистки Дугиной заявил, что Украина убивала и будет продолжать убивать русских в любой точке мира. На вопрос о планах взорвать Крымский мост отвечает: шансы есть, все работают над этим. На вопрос о мобилизации говорит, что Украине должен быть культ военного. В июне 22-го говорил, что переломный момент. В августе 22-го Украина вернется к границам 91-го.
Как вас понять, Константин Петрович? Вы такого президента видите для Украины? По принципу на Я не безрыбье агитирую и ни в коем случае, рыба. еще раз говорю, вот понять ровно таким образом. Я не агитирую за Буданова. Я просто говорю о том, что вот если посмотреть на весь украинский политический паноптикум, то на фоне остальных вот он вдруг появляется вот именно как, я не знаю, вот чуть, чуть светлее, чем остальные, знаете. Это трагедия на самом деле для Украины. Это большая трагедия для Украины, что выбирать не из кого. Да, следующий вопрос. В ответ на критику украинских властей об усификации, разделении людей по языковому признаку, гонении верующих звучит главный аргумент. Ведь это же не мы напали в 22-м. Возникает вопрос, была ли идеология антироссия изначально нацелена на войну с Россией? Была ли война в любом случае неизбежна, вне зависимости от того, кто и когда первым напал? Война – это всегда последний довод королей, последний аргумент. И многие, которые там накликали войну, они не верили в то, что война будет реальностью. Они считали, что Путин не рискнет. Они пытались его брать на слабо, что называется. При этом не верили, что война возможна. Тот же Зеленский не верил до конца. Он еще Ермак в 12 часов ночи, за 4 или там, за 4,5 часа до начала войны, он убеждал всех, причем с пеной у рта, что не будет никакой войны. Мы вот точно знаем, у нас точная информация, что войны не будет. Он говорил, я напомню, что вечером накануне войны в офисе президента собирали представителей украинского бизнеса, крупного бизнеса. Там были Ахметов, Горягин, Новинский, там, ну, все были, там Пинчук и так далее. То есть все были. Вот. И всем говорили о том, что ну, не паникуйте, все будет нормально. Никакой войны не будет. Мы узнавали. Вот. То есть это все было. Поэтому задача была, вот, что надо максимально выпендриваться, условно, все равно ничего не последует. Ну, вот все и выпендривались. Да, выпендривались. Да, в эти минуты взрыв в Сумах. Во время эфира тоже сообщали о взрывах в этом городе. Утюжат город. И, знаете, ой, ну, это, конечно, просто кошмар на самом деле, да? Как вот это вот выпендриваются, да, выпендриваются, а как бы страдают города и, ну, в общем, вот такая история. Так, сообщество YouTube. Здравствуйте, Василий Одесса. Константин Петрович, в некоторых карточных играх Джокер – вожделенная карта, которая на порядок увеличивает позицию игрока. В английском же языке Джокер – это банальный клоун. Вопрос. Начиная писать вашу книгу, вы кем определяли героя? Как карточного Джокера или как Джокера с английского перевода? Спасибо за ответ, с уважением. И то, и то. Тем более, что английский вариант этой книги, вот, англоязычный Джокер, он именно так и прочитывается. Вот. Но при этом, фактически, Зеленский – это та карта, которой играют. Играют в большую игру. Угу. Он играет, не он игрок, им играют. Да, Валентина спрашивает. Константин Петрович, недавно на вопрос подписчика, почему Россия не отвоевывает Аляску, вы ответили, что территориальные претензии предъявляются только слабым. На них не нападают. То есть Россия напала на Украину только потому, что это слабое государство. Тогда непонятно, как, чем и за счет чего Украина успешно обороняется и существует. Это слабое государство. Выходит, что Зеленский сумел за 4 года перевооружить армию, поднять экономику до очень высокого уровня. Зеленский лучший президент в мире, достойный окончания века править Украиной. А вы зря на него договариваете. Или Украина удачно прикидывалась слабым государством. Или Россия на территории Украины воюет не с Украиной. Что скажете? А вот именно как раз именно самое последнее. Вы посмотрите, дело в том, что если бы это была только война между Россией и Украиной при абсолютном нейтралитете Запада, вот, то очевидно, что совершенно иным был бы исход этой войны. Потому что Украина сегодня воюет за счет внешней помощи, за счет внешних вливаний, за счет внешней военной техники и боеприпасов и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому в данной ситуации, да, Путин считал, что будет блицкриг.
он надеялся на этот близкий, что это будет война только с Украиной. Война, которая фактически предъявит определенную данность, создаст определенную данность и предъявит ее Западу, что, мол, мы не шутим, мы готовы к войне. Вот, но при этом ни одна сторона не готова была к тому, в том числе и российская, к такой затяжной длительной войне. Оксана. Сегодня ни одна сторона не готова практически не готова к миру. Это да. Парадокс. Оксана, слова Путина о том, что элитам Запада, привыкшим набивать брюхо человеческой плотью, пора осознать, что их бал вампиров приближается к концу, а золотой миллиард стремится заморозить существующее положение вещей в международных делах, относились к таким элитам, как на острове Эпштейна. Просто в этих файлах Эпштейн говорил о выгоде процессов, которые происходили в Украине. Да, говорил, и не только Эпштейн, очень многие в Соединенных Штатах тогда говорили, писали и потирали руки относительно того, что вот, наконец-то пришла ситуация, когда мы можем использовать Украину, украинский фактор в наших больших играх. Что Украина – это ключ к новым процессам. Они считали, что с Украины начнет сыпаться все постсоветское пространство, вот, что это будет определенный старт, определенным процессом, которые перекинутся и на другие сопредельные государства. Вот. Так что это не секрет. Эпштейн был одним из них. Константин Петрович, Олена спрашивает, страну продали тайными договорами с американцами и европейцами. Россия заберет богатый Донбасс. Кому выгодна такая территория рассадника экстремизма в сердце Европы? Будут ли вливаться вообще деньги на поддержание штанов Украины после войны? Многие, кстати, поддержание штанов, да, и на то, чтобы обеспечить какую там большую и меньшую безопасность на границах Евросоюза. Только для того. Потому что Украина станет проблемой для Евросоюза после войны сразу. Следующий вопрос. Так, здравствуйте. По приблизительным подсчетам, количество СЗЧ в Украине приближается к 500 тысячам человек. А что будет с армией СЗЧшников после горячей фазы войны? Какие сценарии вам кажутся наиболее вероятными? А дело в том, что здесь общая проблема того, что делать с людьми, которые окажутся не у дел после войны. Вот. Опять же, как будет действовать бюрократическая система? Вот представьте себе, что человек, который был в самовольном оставлении части, приходит устраиваться на работу. Ему говорят, а принеси справку из ТЦК. Он приходит за справкой ТСК, ему говорят, а вот ты и попался, значит. Вот. И извините, пожалуйста, я не знаю, 500 тысяч или меньше, или больше, я не знаю, сколько. Вот, засекретили, поэтому никто не знает. Да, понятное дело. Вот, и вот представьте себе количество уголовных дел, которые попытаются завести. А представьте себе, что некоторые люди, которые были в бегах, которые были вообще там прятались от ТЦК, вот, которые не являлись по повестке, тоже вот к ним будут определенные претензии. То есть после войны просто избежать того, чтобы объявить всеобщую амнистию, без этого мы не сможем двигаться дальше. Есть, конечно, горячие головы, которые говорят, что надо всех тех людей, которые избегали мобилизации или которые там сбежали, которые ушли в самоволку, вот, или дезертировали, что их надо лишить гражданских прав. Но это вызовет очень серьезную реакцию, это вызовет фактически восстание. Да ну а кому восставать в тот момент уже будет? После войны. Ну подождите, сейчас никто не восстает. Нет, так это не будет такое восстание, которое, когда люди выйдут на Майдан и так далее. Это будет фактическая партизанщина на местах. Людям надо будет каким-то образом, вот с этим будет связано фактически вопрос выживания людей. Людям надо будет где-то зарабатывать свою копейку. А если их поставят вне закона фактически? То, что обещают некоторые. Добрый вечер. Марина пишет: с огромным уважением отношусь к вашим словам и делам и верю в вашу искренность. Скажите, пожалуйста, когда озвучат правду о событиях в Буче и озвучат ли вообще? Никогда. Возможно, через десятки лет мы узнаем, что там было. Потому что из уст в уста передается разная информация о том, что там было. Вот. Кто стрелял, кто убивал, кто грабил и прочее. Вот.
Я знаю, что творилось вокруг Бучи некоторые, настолько, насколько я знаю это от людей, непосредственно с которыми я там общался. Они полушепотом рассказывают. Вот это сделали русские, а вот это вот сделали не русские, там, скажем, это сделали там люди и называют этих людей, кому они принадлежат, каким воинским формированием и так далее. И так далее. Такое. Поэтому разобраться, что было в Буче, для чего это было, это историки смогут только тогда, когда будет радикальная смена режима. Так, значит, вопрос как к историку. Читали ли вы исторический роман Прилепина «Тума» в XVII веке, действие которого частично происходит на территории нынешней Украины? Если читали, насколько исторические действия... Еще не читал. Я знаю про роман Прилепина, но честно, вот просто сейчас не хватает часов в сутках. Но обязательно скажу, когда ознакомлюсь с этим романом. Угу. Так, Александр Константин. Некий гражданин в своем телеграм-канале сначала смеялся над тупыми русскими, которые прогнули на энергетическое перемирие, потом грустил после удара со 2 на 3 февраля, молился, чтобы русские не перешли черту, не ударили по генерации, потом кто-то в личку написал, что удары липовые, и теперь началась история, что били по туалетам. Правда ли, что удар был липовый? Как вы объясните подобную шизофрению и переобувание? И понятно, что Россия навряд ли наносит удары, ориентируясь на посты разных граждан, но изначально же это выглядит как провокация. Да, я думаю, что вряд ли, когда принимается решение о том, куда бить, кто-то сидит там в генеральном штабе и говорит: а тут Иван Иванович, оказывается, написал пост такой там у себя в телеграм-канале, а давайте мы вот именно так согласно этому посту ударим. То есть, понятное дело, что решение не принимается именно таким образом. Что же касается липовых или не липовых, я владею ровно той же информацией из источников, из тех же источников, которые оперируют большинство граждан и большинство наших слушателей. И понятное дело, что я очень болею за ситуацию в украинских городах, в Украине в целом. Я в первую очередь говорю о мирных гражданах. Нет, это имеется в виду какая ситуация, что, смотрите, в российских же тоже пабликах пишут о том, что, смотрите, били, Трипольскую ТЭЦ развалили еще бог знает когда, а потом на каких-то снимках с дронов или там со спутников оно дымит. То есть плохо били. И это порождает вот эту конспирологическую теорию. Смотрите, русские как бы бьют, но, в общем-то, рядышком не добивают. Украина кричит: все разбили, дайте денег. Россияне как бы отчитываются, что они проделали такую работу. Украинцы вроде как и деньги берут. И, в общем, они так образно, так грубо говоря, крутят Запад, понимаете? И Украина, и Россия. Опять же, я не буду говорить, поскольку я не специалист в этой сфере. Я тоже очень много встречаю разных публикаций, но, опять же, не буду говорить, поскольку я не знаю, липовые прилеты, не липовые прилеты. Угу. Так. Вопрос от Марины. Как не сойти с ума и не закончить жизнь не по православно-христианской традиции? Спасибо. Это главный вопрос, которого сегодня очень многие задаются. Есть, очевидно, те практики, те занятия, которые помогают попросту посмотреть на мир трезвыми глазами. Очевидно, надо самостоятельно пытаться докопаться до истины, до сути, а не слушать пропаганду, не слушать то, что при помощи чего промывают мозги. Но это, знаете, такое универсальное предложение с моей стороны, такой рецепт, который точно для большинства не будет действенным. Потому что большинство воспринимает информацию, которую получает, не критически. Не пропуская через ум, а пропуская в первую очередь через сердце. Призывать к тому, что просто думайте,
самостоятельно, пытайтесь самостоятельно достичь там, корня проблем, но можно к этому призывать, но это абсолютно бесполезно. Нет, самостоятельно уже не получается. Да, в том-то и дело. Вот. Тут... Поэтому, знаете, сейчас война, во время которой страдают не только люди, гибнут, становятся инвалидами, не только солдаты, вот, но и мирные граждане становятся инвалидами и становятся жертвами войны, потому что по ним бьют когнитивным оружием фактически, пропагандой. Ну, тут кто-то пишет в чате трансляции, переходим сюда, бухать. Понимаете? Ну, так, это самый простой способ. Да, чего-то. Дурное дело не хитро, как говорится. Так, значит, Андрей, за какие грехи Украине такие казни? Как вы отвечаете на этот вопрос? Каждый народ проходит в своей истории через какие-то казни. И здесь не вопрос грехов. Здесь вопрос, очевидно, становления общности, общества, перехода через какую-то ломку. Вот. Украина, очевидно, выйдет из этого всего, но это будет уже не та Украина территориально, ментально и так далее, которая была до этого. Это будет совершенно другая Украина, возможно, которая не понравится сама себе. Какой вопрос. Константин Петрович, мысленно перенеситесь в далекое будущее. Киев, 3026 год. Бангладешские археологи обнаружили 3 древних летописи о деяниях князя Владимира. Бондаренковская летопись, она же Джокер, Дмитро-Быковская летопись, она же Портрет на фоне нации, и Саймона-Шустерская летопись, она же Шоумен. Вопрос, какая из этих летописей станет канонической, а в какие будут объявлены ересями? Поскольку, как известно со времен академика Покровского, что история – это политика, обращенная в прошлое, то та, на которую будет спрос, и которая будет соответствовать конъюнктуре, которая сложится в Бангладеш. А там бог его знает, что там у них через 1000 лет у этой нации. А может они... В этом польском Бангладеш... Это да. Значит, Константин Петрович, как к Мединскому относитесь как к историку и как оцениваете его передачи на телевидении? Смотрите или нет? Если смотрите. Ну, он же не профессиональный историк. Мединский закончил МГИМО. Вот. История, да, он там говорит, посещал лекции там, историков. Он популяризатор истории. И его главная миссия, что фактически он создает определенную историческую канву, которую предлагает первым лицам российского государства. Вот. То есть он такой себе, вот в XIX веке его назвали бы придворный историограф. Вот это его призвание. Блестящие, без сомнения, вот, передачи, которые он записывает. Вот, с удовольствием смотрю. С исторической точки зрения очень часто хочется сказать, ну, вот тут вот перевирает. А вот это вот здесь вот он не учел. А вот здесь вот, конечно же, перегнул палку. Но как продукт, именно как продукт качественный, как продукт идеологический, идеологизированный, ну, просто иногда хочется ставить в пример. Угу. Так, тут зрители пишут нам о том, что Гунько давно не во фракции «Слуга народа». Он был избран как депутат-мажоритарщик. Да, по 206 округу после того, как типа застрелился Давыденко. Тогда вот Ляшко с ним, с Давыденко, ну не с Давыденко, а с Гунько, в общем, соперничал, и Ляшко тогда проиграл. Видите, как судьба сложилась? Ляшко награды от Зеленского получает, а Гунько вот преследует. Так. А это очень многие, кстати. Война фактически бывших врагов сделала, скажем так, союзниками. Разговор Арахами и Копытина по поводу записи Тимошенко. Зачем НАБУ это слило? В чем тут цимис и какую партии играет? Это фактически выводит Юлию Тимошенко из игры,
Вот это не значит, что она не попадет в следующий парламент, это не значит, что это бьют по, по батькивщине в целом, но на определенном этапе Юлия Владимировна стала неудобной. Вот. Она действительно пыталась создать определенную ситуацию, договориться с депутатами о том, чтобы создать такую ситуацию, при которой у нее была бы золотая акция, и с ней необходимо было бы договариваться по кадровым вопросам. Вот. И просто показали, что никто не будет играть в те старые игры, в которых она действительно мастерица. Так, Изяшний персон. Вопрос. Здравствуйте. Знаете ли вы хоть один случай, когда медведя загнали в берлогу? Я не охотник, так что в данной ситуации нет. Судя по поведению медведей, скорее всего, можно вызвать медведя из берлоги. Вот, можно спровоцировать его на то, что он выскочит из берлоги. Но загнать в берлогу я, честно говоря, не особо представляю, как это возможно. Значит, вопрос. Вот видите, улетел. Вот, Константин Петрович, скажите, пожалуйста, когда термин «великороссы» ушел, в переписи населения Российской империи русскими наименовались великороссы, малороссы и белорусы. Почему этнонимы эти заменили и когда? Что вы В думаете? Что вы 20-е годы, знаете? когда была политика коренизации, вот после 1923 года, вот тогда начали более акцентировать внимание на самоопределение и на том, что существуют определенные этнические группы, нации, национальности, вот украинцы, русские, белорусы. Мгм. Вопрос. Значит, Константин, как историк, каких предпосылок в настоящее время вы видите больше? Консолидации или дальнейшего распада Украины? Ну, на сегодняшний день пока что про консолидацию вот именно на этом этапе говорить достаточно сложно. В первые дни войны можно было говорить о консолидации Украины как таковой, но сейчас слишком много противоречий в обществе. И как мне говорят социологи, с которыми я общаюсь, которые проводят не вот эти вот рейтинги, не рейтингование, а именно фокус-групповые исследования для того, чтобы определить настроение в обществе, они говорят о том, что сейчас линия противостояния проходит не только между Западом и Востоком, не только между русскоязычными, украиноязычными, там, сторонниками УПЦ, ПЦУ и прочее, а уже проходит между солдатами, которые воевали на передке, и теми, которые были в тылу, находились, между мамами мальчиков и мамами девочек, между теми, кто уехали, и те, кто остались. То есть даже такие вот моменты. То есть Украина вся сегодня является сплошным таким себе сообществом с большим количеством противоречий. Вот. И говорить в таких условиях о консолидации просто невозможно. Мгм. Константин, мои предки из Украины были переселенцами в Киргизию. Я живу в Москве. Есть ли возможность и архивы в Украине узнать историю своего рода? В зависимости, тут не все архивы сохранились. Вот. Необходимо просто понимать, откуда переселились в Кыргызстан, Киргизию. Скорее всего, это было в начале 20 века, скорее всего, это во времена Столыпинской реформы. Тогда переселялись именно в Центральную Азию очень многие. Я помню, что когда я в детстве, в раннем детстве в Казахстане жил, вот, нашими соседями была семья Коновалюков. Так вот, они переселились вот в свое время из Полтавщины именно во время Столыпинской реформы переселились в Казахстан. Вот, и точно таких же переселенцев было достаточно много на начале 20 века. Поэтому надо знать, откуда они переселились. И потом по разного рода архивным делам, в том числе церковно-приходским книгам и прочее, можно будет воссоздать генеалогию. Мгм. Вот по делу вопрос. Константин Петрович, если я встречу вас на улице Вены, можно здороваться и подходить, или вас это раздражает? Да нет, ко мне очень многие подходят, меня очень многие узнают, я со многими общаюсь. Абсолютно спокойно к этому отношусь, так что я никогда не раздражаюсь. Абсолютно доступен максимально. Так, значит, м,
Однажды я видел, пишет пользователь, собаку. Она гонялась за собственным хвостом. И со временем она умерла. К тому же она была старой. Разве Россия, по вашему мнению, не делает то же самое, нападая на Украину? Ну, я думаю, что вряд ли здесь уместна именно такая аллегория. Вот. Но то, что эта война действительно станет очень серьезным уроком и очень серьезно аукнется и в Украине, и в России, это однозначно. Да уж, значит, такие бывают вопросы. М, Все собаки рано или поздно умирают, независимо от того, гоняются они за хвостом или нет. Кость Петрович, что ждет Приднестровье и Молдову? Что вы можете посоветовать населению с вашего опыта? Я добавлю, Ждут выборы в этом году президентские. с вашего позволения добавлю, я был в шоке. Дожились. Молдова помогает Украине генераторами, проводами. Да, и в надежде на то, что и Украина тоже будет помогать в энергетическом плане Молдове. Так у нас кооперация всегда была в энергетическом секторе. Что касается Приднестровья, я знаю, что в этом году выборы в Приднестровье президентские. Это первое. Второй момент. Я хочу верить в то, что не будет каких-то серьезных катаклизмов, какой-то серьезной турбулентности в отношениях между Кишиневым и Тирасполем. Пока что удавалось избежать. Мгм. Значит, тут смеются старая, а Китай постарше будет. Собака, которая гоняется. А вы знаете, на самом деле я бы так не говорил, потому что на самом деле в плане нынешнего государственного устройства Китай не такое старое государство. Да, у него 5000-летняя история, у Китая 5000-летняя история. Но если говорить о модернизированном Китае, о Китае нового времени, то это достаточно молодое государство. Мгм. Можно ли, Константин Александр спрашивает, сказать, что жузы Казахстана чем-то схожи с людьми Западной, Центральной и Восточной Украины? Ну, с большой натяжкой. С большой натяжкой, просто жузы они формировались в достаточно специфических условиях. Вот, это были достаточно замкнутые группы, вот, племенные группы. Что касается Западной, Центральной и Восточной Украины, это группы украинцев, это этнические группы украинцев, которые формировались в разных государственных условиях, в условиях разных государственных систем. Кто-то в условиях Российской империи, кто-то в условиях Австро-Венгерской империи, большое влияние там, других факторов. Немножко другая природа этих формирований. Хотя сейчас до сих пор я понимаю, что вот мое общение с казахами, вот оно показывает, насколько живы традиции жузов, а также родов, которые входили в тот или иной жуз. Вот, как мне рассказывали, что во время революционных событий, революционных, это я громко сказал, во время волнений в январе 22 года в Казахстане очень много играло там то, что там группы там указывали, что вот человек, который там на той или иной должности, вот, он происходит из такого-то рода, вот, а вот его оппонент происходит из другого рода, хотя они в рамках одного жуза где-то там могли уживаться якобы. Ну, то есть эти моменты, они до сих пор еще якобы играют роль. Не буду говорить, это просто мне говорили мои казахские друзья, казахские эксперты. Да, значит, вот такой вот еще вопрос. Давайте. В годы репрессий детей заставляли отречься от родителей, жен от мужей, мужей от жен. Меньшинство заставляет вас делать то же самое по отношению к своим дедам. У них это получится? Как вы думаете? Вы знаете, большое количество людей только, скажем так, про чужой взгляд, скажем так, про людское око есть такое, вот, держат фигу в кармане и отрекаются. При этом в частном
порядке, дальше говорят, ну, мы же понимаем, что Бандера – это не наш герой, что там начинают чтить старые традиции, поздравлять с 9 мая и все такое прочее. При этом вот на следующий день идут на работу и, соответственно, повторяют все те штампы, которые предписаны сверху. Вот. То есть такое лицемерие, такая вот двойная жизнь. Поэтому я думаю, что как только поменяется власть, поменяется и официальное отношение людей к тому, что является памятью, гордостью и семейным преданием. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что вы побывали на нашем эфире. Да, действительно, спасибо большое, что меня поправили, я там насчитал $2 каких-то за киловатт-час. Нет, 20 центов. Нет, безусловно. То есть это не туда. 8,5 гривен это не туда за киловатт-час. Повышение цен. То, которое вообще повышаться не должно было с начала войны. Но тем не менее. Константин Петрович, благодарю за время и мысли. Спасибо и вам, и до новых встреч. Друзья, берегите себя. Добра и света. Не по 8,5, а вот того бесценного света в каждый дом.